Привет, на обзоре Cubot X20 Pro. Версия улучшенная, 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 встроенных. 3 модуля камеры, 4000 мАh аккумулятор и другие функции этого смартфона дальше вы узнаете из нашего обзора. Начинаем. Цена этого смартфона на момент обзора $140 с разной комплектацией до $145. Имеется черный цвет, синий и золотой. В комплекте мы получаем телефон, уже одетый в темный прозрачный силиконовый чехол. Сверху у нас красивый корпус, дальше мы его рассмотрим, снимем все пленки. Кстати, пленка одна защитная наклеена на экран. Черная упаковка с покрытием, будто бы это какой-то джинс. Здесь все преимущества смартфона: 6,3 дюйма диагональ экрана, безрамочный экран с каплевидным вырезом, 6 оперативки 128 встроенный, процессор MT6771 8-ядерный, 3 модуля камеры, которые реально все работают на 12 мегапикселей, 20 мегапикселей, 8 мегапикселей. И с этими модулями находится яркая вспышка. Передняя камера на 13 мегапикселей, USB Type-C, 4000 аккумулятор. В комплекте мы получаем несколько инструкций. Здесь находится гарантийный талон. Ну а сбоку в отсеке располагается все, чтобы заряжать и извлекать лоток с сим-картами. Кстати, тут скрепка необычная, очень длинная и имеет пластиковую ручку. Такой себе вариант. Сэкономили, наверное, на металле, а может быть для удобства. В комплекте идет блок питания на 5 вольт, 2 ампера, 10-ваттный. К сожалению, скоростную зарядку этот смартфон не поддерживает. Ну и, конечно, кабель USB Type-C. Сверху модуль защищен пленкой, снимаем ее и снимаем с корпуса пленку. Корпус, конечно, выглядит очень солидно и элитно, потому что помимо металлической рамы у него стеклянная задняя крышка. Тройной модуль, и все это сочетается красиво. Обратите внимание, что нету сканера отпечатка пальцев, но есть разблокировка по лицу. Модули, конечно же, выпирают над корпусом, прилично выпирают. И этот корпус, который кажется, ну вот такой вот красивый, зеркальный, он очень маркий, даже через перчатки остаются разводы, поэтому однозначно носить только в силиконе. Снизу располагается надпись Cubot, внизу у нас имеется отверстие, это у нас динамик, это микрофон, если вот так держать. А это располагается вход USB Type-C с такой себе пластиковой окантовкой. Справа от экрана располагается кнопка громкости и кнопка питания. Они практически вровень с корпусом и не люфтят. Слева находится лоток комбинированный. Или 2 нано-сим-карты, или же карта памяти и нано-сим-карта одна. Сверху ничего нет и вообще отсутствует разъем 3,5. На срезе над экраном, над камерой находится разговорный динамик. Здесь имеется индикатор, рядом камера и датчики освещения и приближения. Датчик у нас одноцветный и особо как-то не отличает уведомления или вызовы или электронная почта. Просто мигает, значит что-то здесь пришло, нужно обратить внимание. У экрана тонкие рамки черного цвета, внутри также закругленные, как и сам смартфон. Снизу места чуть больше появляется от корпуса, сверху же его расстояние минимальное. При включении он распознает лицо и мгновенно разблокируется. Разблокировка по лицу очень хорошая и даже в полумраке хорошо справляется с распознаванием моего лица. Отсутствует управление жестами, только кнопкой, причем необычная, как M-Touch. Нажимаем, возвращаемся на рабочий стол. Если же зашли куда-то в какую-то программу, то появляется отдельно значок «Вернуться назад», стрелка «Вернуться назад». Причем в настройках ее можно поменять на левую сторону или на правую. Мне удобно на правую под большой палец. Если же вам необходимо запустить диспетчер запущенных приложений, то с этой стороны просто делаем свайп и появляются все эти значки. Это у нас максимальная яркость. Очень яркий, экран приятный для восприятия, нету синевы, а это минимальная, но ее не хватает. То есть хотелось бы еще порог яркости опускалось, чтобы ниже, как на телефонах Redmi или Meizu. В AnTuTu Benchmark хорошие солидные показатели, потому что здесь и оперативки, и памяти, и процессор, все для таких вот тестов. В AnTuTu Benchmark 180 018 очень хороши. Процессор здесь установлен Helio P60, это 8-ядерный процессор, у которого максимальная частота разгона 1988, собран по 12-нанометровому техпроцессу. В паре работает с графическим модулем Mali G72 с приставкой MP3.
будто бы это какой-то файл. Экран здесь хороший. Разрешение экрана 1080 на 2340, 413 dpi и срабатывает на 10 прикосновений. Модули камеры здесь 12 это основной, 20 это вспомогательный и третий на 8 мегапикселей. Широкоугольный, потом идет боке и обычный. Видео снимает 1080 30 fps. Передняя камера на 13 мегапикселей. Максимальная съемка 1280 на 720. Тесты фото и видео увидим в окончании видеообзора, и вы сами сможете оценить и звучание, и как передается видео и фото. Также поддержка есть стабилизации, электронной стабилизации в съемке видео и фото. Версия Bluetooth 4.2, NFC здесь отсутствует, и двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Также установлен датчик акселерометр, игровой вектор вращения, геомагнитный вектор вращения, датчик силы тяжести, гироскоп, датчик освещенности, линейный акселерометр, магнитометр, датчик ориентации, датчик приближения, вектор вращения, шагомер и детектор шага. Всего 13 датчиков. Аккумулятор немного не дотянул до 4000, но для новичка, и это нормальное отклонение, 3810. То есть 4000 заявлено, 3810. Через USB-тестер зарядился достаточно быстро, потому что по другим моделям сужу с теми же данными, то он заряжаться может и 10, и 12 через USB-тестер. Здесь же все четко, 3 часа 21 минута. Тест на разряд батареи в YouTube мы тоже проводили. Здесь в подсказках есть, он продержался больше 7 часов. Давайте посмотрим его разрешение в YouTube. Открываем один из последних наших видеороликов и смотрим разрешение в YouTube. Максималочка 1080-60 кадров. Отлично. Со спутниками связывается очень быстро. В частном доме, сейчас я запустил, 0. Даем ему несколько секунд, уже 5. Пока если он там еще открывает, уже 10, а я сейчас открываю, то есть я без перемотки просто запустил. Поддерживает 3 вида спутников: GPS, GLONASS и BeiDou. Продемонстрирую яркость вспышки. Запустили. Очень яркая, как и было заявлено. Устанавливаем максимальный звук и переходим в тесты звука. Динамик здесь один, громкий и ничем не выражается среди других хороших смартфонов. Передает все оттенки звучания. Теперь тестируем игру. Устанавливаем максимальные настройки. Игра Асфальт 8. Опять же, почему-то 9 асфальта в системе Play Market нет для этой модели. И продолжаем карьеру. Как вы видите, работает очень шустро, потому что он в какой-то степени игровой. Не знаю, как он будет в самых-самых играх таких вот идти, которые любят сегодня молодежь, но я не вижу здесь проблем в игре Асфальт. Начинаем. Так, я ошибся, это Асфальт Экстрим, не 9, точнее не 8, а именно Экстрим. В общем, поиграть в подходящую и любимую игру здесь однозначно можно. Радует, что экран сверху не имеет никаких закруглений, то есть вровень с корпусом. Стекло будет клеиться очень хорошо. Ссылка на него есть в описании под видео. Сейчас после обзора я подготовлю смартфон для отправки
в город Винницу. Мы предоставляем услуги бесплатного посредника. Обращайтесь, мы поможем с заказом из Китая. Наклеим стекло и оденем в чехол. Вот так выглядит чехол для этой модели. Чехол-книжка. Именно такой я заказывал. Внутри есть специальная липкая лента, очень мощный скотч. На него будем клеить родной силиконовый чехол. Типичная ситуация, когда нет подходящего. Шьют под вырез. Очень крепкие здесь листы. Будем говорить, вставки какие-то. Очень модно уже стало делать такие чехлы. Вытягиваете, а здесь кебабо. Под визитки вот такая вот вставка. Будет пользоваться им девушка, поэтому думаю, что как раз подходящий вариант. Здесь ставить фотографию, здесь можно еще вставить какие-то визитки. И туда тоже можно спрятать в кармашек какую-то нужную информацию, какую-то копеечку положить, например, бумажку с купюрой. Все готово, чехол приклеен. Теперь он выглядит как с завода. Все ровненько и соответствует прорези. Смартфон защищен теперь со всех сторон. Ссылка как на чехол, так и на стекло есть в описании под видео, как и на саму модель. Также при подключении он распознает OTG. Начинает мигать флешка. А в шторке у нас появилась информация о подключении внешнего устройства. Таким способом можно подключать не только флешки, но и мышки с клавиатурой. Номеронабиратель как с русскими, так и с английскими буквами. У смартфона чистый Android, нету никакого китайского или английского языка. Где-то в глубинке он присутствует английский в каком-то маленьком меню. Например, вот навигация кнопок, navigation bar. Или где-то еще я встречал, но это несущественно важно. Основные функции хорошо работают. Нажимая и удерживая кнопку, выскакивает меню, в котором можно выключить, перезапустить или сделать скриншот. Камера обладает интеллектуальным режимом по определению разных сцен. 15 разных сцен, активировав который, камера подстраивается уже под объект, который перед вами. Распознает эту сцену и делает качественный снимок. Вспышка, фильтры и отдельно настройки. В настройках у нас есть простое управление и есть распознавание по лицу, улыбка. Также по прикосновению делать снимок. Просто нажали, он сфокусировался и сделал этот снимок. Разрешение камеры здесь настраивается. По меню управления камеры видео, фото, красота, красивое лицо, боке отдельно настраивается и режим ночь. Тоже справляется очень хорошо. Передний модуль камеры также оснащен интеллектуальным режимом видео, фото, красота, красивое лицо и режим портрета. Это также все работает и тесты вы сможете увидеть. Давайте подведем итог. Смартфон имеет красивый вид, много оперативной памяти, летает по меню очень шустро, быстро открывает все нужные функции. Все, что нужно, он быстро выполняет, поэтому искали недорогой, хороший, с мощной памятью батареи и нормальным звуком, и еще и камерой, пожалуйста, этот смартфон то, что нужно. Правда, олеофобки нет, защитного стекла здесь особо какого-то нет, но, приодев его в чехол, этого можно добиться. Защита будет. Ссылка есть в описании. Сейчас тесты фото. С вас лайк за труды. До встречи. Тестируем сейчас камеру на X20 Pro от Kubot. Камера, если имеет стабилизацию, то особо ее не видно. 1, 2, 3, 4, 5. Цветопередача, цветокоррекция неба, подстройка под автофокус. Время. Но с учетом солнца яркого, там на экране практически ничего не видно. Но вот так уже лучше, но автофокус вручную нужно подстраивать больше, помогать. Это задняя камера 1080, 30 кадров. Нету ни 4К, ни 60 кадров на 1080, но снимает терпимо. Передняя камера в действии 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Захожу в тень. Тоже в движении. Подстраивается. Ну, самый что ни на есть допустимый за такую цену с такими параметрами модуль камеры.